Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. С вами я, Борис Марцинкевич. И настало время атомных новостей, и не только новостей. В гостях Павел Яковлев, бессменный руководитель портала «Атомная энергия 2.0». Павел, добрый день. Уважаемые слушатели, Борис Леонидович, приветствую вас всех. Я думаю, хотим мы того или нет, но пусть прошедший, пусть с опозданием, но тем не менее с Днем атомной промышленности мы обязаны поздравить всех причастных, всех, кто следит за событиями, и на самом деле все население России. Напоминаю, что глобальная стабильность в мире обеспечена только ядерным оружием, а ядерное оружие – это тоже немножечко атомная промышленность. Самая малость. С праздником всех нас. С праздником. И стабильность энергосети обеспечивается атомными станциями. На самом деле, день 28 сентября выбран не случайно. Это не день, когда была пущена в строй первая атомная электростанция. Это день, когда появилось распоряжение Государственного комитета обороны о возобновлении работ по урану. И произошло это в 1943 году, и на всякий случай уж точно 28 сентября 1943 года никто об атомной энергетике не думал. Мысли были совершенно о другом. Если посмотреть преамбулу этого поручения Государственного комитета обороны 2252 СС совсекретно, то речь шла о необходимости выяснить возможное создание урановой бомбы или уранового топлива. То есть весь наш атомный проект вышел из солдатской шинели, но при этом вышел, в общем-то, в академической шапочке. Потому что без тех ученых, которые с самого начала принимали участие в создании самого первого шага, в прохождении первого шага, это исключительно физики, атомщики, птенцы гнезда академика Иоффе, и это решение академика Иоффе о том, что начальником лаборатории атомного ядра станет Игорь Васильевич Курчатов. Так что мы отмечаем такой день. Мы энергию можем носить по-разному. Иногда очень быстро, но в результате тоже может стать очень светло и очень тепло. Если бы не это, я думаю, что мы бы хлебнули демократии по-американски. Но то, что смогла сделать страна, действительно подвиг, большой подвиг. Страна, разрушенная войной, начиная с августа 1945 года, сумела догнать американцев достаточно быстро. Но, опять же, повторюсь, вот то, что отмечают тот день, который состоялся в 1943 году, говорит о том, что к августу 1945 года, ко дню создания спецкомитета, был пройден очень большой подготовительный этап, и именно этот подготовительный этап в условиях войны ученые, которые вывозили ускорители с осажденного Ленинграда в Москву и многое-многое другое, этот этап и обеспечил возможность создания атомной промышленности стремительного, быстрого, несмотря на все трудности, которые пришлось для этого пройти. В котором работало даже до 3 миллионов человек. Да, но это был тот момент, когда одновременно строились 12 закрытых городов, из них 10 по-прежнему закрыты. Зато есть у нас такой статус закрытая автономная территориальная, букву уже забыл, неважно. Зато рассекречен Обнинск, место строительства первой атомной электростанции, но и та лаборатория ВЭФ, в которой создавались реакторы для атомных подводных лодок, для атомных ледоколов, то есть секретных частей там тоже было много. Рассекречена Дубна, которая создавалась тоже как место концентрации ускорителей, которые тоже необходимы были для осознания того, что же именно делают, для изучения свойств новых веществ, не существующих в природе. Все остальные города по-прежнему закрыты, по-прежнему ядерный оружейный комплекс нам крайне необходим, по-прежнему мы вроде бы уже все режимы секретности сняли, но о том, кто такой Олег Никандрович Шубин, знают далеко не все. И одна из тех традиций, которая сохранилась в атомном проекте, как он в 1945 году возник, первое лицо государства, куратор и научный руководитель, вот в таком же виде мы, собственно говоря, Росатом видим сейчас. Прямое подчинение президенту России, высший исполнительный орган государственной корпорации Росатом, генеральный директор. И вот так же, как про Курчатова мы узнали далеко не сразу, также мы и про работу тех людей,
которыми руководит Олег Никандрович, тоже узнаем очень нескоро. Так что благодаря вот этим традициям мы в полном порядке. Закрытые города стали научными городами, по-другому не назовешь. Высокая наука, фундаментальная наука, атомная энергетика. Тем и удивительно, что невероятные достижения физики как академической науки сочетаются с техническими вещами, что, собственно говоря, тоже такой намек на традицию физико-технических институтов, когда тот, кто придумал теорию, шел и создавал экспериментальную установку для того, чтобы ее подтвердить руками. Да, на первой АЭС в мире, Обнинской, большинство сотрудников были студенты. Да, но это характерно на самом деле и в 1943 году, вот сразу после появления постановления Государственного комитета обороны, еще не дожидаясь решения Президиума Академии наук, а именно Академии наук было поручено формирование лаборатории атомного ядра, первое распоряжение вице-президента Академии наук Абрама Федоровича Иоффе, 11 человек во главе с Курчатовым, средний возраст, ну, Курчатов там был самый пожилой, ему было целых 39 лет. Все остальные были значительно моложе, тоже, наверное, такая традиция. Я надеюсь, что Росатом ее сумеет сохранить, хотя вот вопрос о кадрах. Вопрос о кадрах. Павел, вам это ближе. Хотел бы особо отметить роль атомных городов, ЗАТО, наукоградов в кадровой системе Росатома. За последние 15 лет с созданием госкорпорации Росатом сделал, ну, я бы сказал, просто колоссальные инвестиции, как именно государственная корпорация, в создание так называемой бесшовной, сквозной системы подготовки кадров, начиная прямо с детских садов, где уже маленькие дети начинают изучать начальные законы физики в виде игр, в виде домашних заданий. Вот как раз сегодня Росэнергоатом выпустил новость о том, что он вложил 50 миллионов рублей в создание новых атом-классов в новых регионах России, в Донецке, в Луганске, в Севастополе и в Ливадии, ну и также в Иваново. И вот эти атом-классы помогают погружать молодежь, многие из которых дети и внуки первых строителей, первых работников, эксплуатирующих ядерные объекты. Вот они уже как внуки идут в атом-классы. И, конечно, система не только сохранения, но и развития потенциала кадрового именно атомных городов, она крайне важна, потому что еще в советское время это были города высокого уровня быта, культуры, традиций. За что надо сказать отдельное спасибо знаменитому Государственному строительному проектному институту номер 11, который создавал не только промышленные объекты, но и сами наукограды. То есть те проекты, которые, если вам удастся, конечно, побывать в этих закрытых городах, можно посмотреть, насколько удачно это вписано в окружающую природу, насколько такие добрые города, там нет каких-то могучих небоскребов, человейников, все очень аккуратно. И вот эта традиция постоянной подготовки кадров, она появилась практически сразу. Потому что завод в Электростале это было то место, куда приезжали с лекциями академики, доктора наук. Северск, город, где строился завод по диффузионному методу обогащения урана, да, он строился силами во многом заключенных самых разных, но одновременно в тех же лагерях, где они жили, были организованы учебные классы. Когда была объявлена амнистия, порядка 70% тех, кто работал, уже никуда не поехал. Если я был бы заключенным, я бы лучше работал. У них появились новые специальности, у них появилась возможность строить себе дома, в которых предстояло жить, многие оставались. То есть вот вбирало все постоянно. А вот это новые атом-классы уже не в закрытых городах. Я так понимаю, что это достаточно известный проект школы Росатома, который стал немножко вышел за периметр закрытых городов. Да. С углубленным изучением физики, математики, химии, современных цифровых технологий. Ну, это такой новый подход, потому что школа Росатома появилась, по-моему, больше 10 лет назад. Да. То есть там, видимо, нарабатывалась методология все эти годы, чтобы вот так. Работа с педагогами, воспитание нового поколения педагогов. Вот тот же Росэнергоатом уже второй или третий год выделяет средства на поддержку молодых педагогов в городах. Не только педагогов, но и врачей, и социальных работников.
для того, чтобы именно с учителей начиналась путь в атомную отрасль для будущих атомщиков. Ну и не могу не сказать отдельную огромную благодарность выразить нашему Министерству финансов. Если раньше все налоги в закрытых городах оставались в закрытых городах, сейчас они идут в государственный бюджет, потом можно заниматься тем, чтобы попросить эти деньги обратно для того, чтобы заниматься модернизацией городов. Годы идут, инженерную инфраструктуру в порядок приводить надо и так далее, и так далее. Но если раньше это Росатом мог делать сам, то сейчас у них есть возможность общаться с сотрудниками Министерства финансов. Раньше физикам-атомщикам было скучно, сейчас весело. Большое спасибо. Большое спасибо за такую заботу, уважаемое Министерство финансов. И сейчас, в свою очередь, подписываются прямые инвестиционные соглашения между областью, регионом и городами, и Росатомом, например, топливной компанией Twell, где сам регион напрямую инвестирует в эти города, не только в образование, в социальную сферу, благоустройство, строительство дорог, стадионов, но и в инвестиционно-производственно привлекательные возможности в виде торов, технопарков. Да, во многих наукоградах возникли торы, территории опережающего развития. Мы их привыкли так называть, хотя изначально, когда появился закон, это были территории опережающего социально-экономического развития, но теперь лишние буквы убрали, просто развитие. Да, и сейчас их стало все больше и больше. Как мы знаем, есть моногорода, Глазов, Усолье, Сибирское. Вот сейчас особенно в Усолье создается федеральный центр химии. Ну, это вообще так неожиданно, потому что Росатом, который вдруг пошел в химию, так, очень неожиданно наблюдать за этим. Всегда была физика, прежде всего, а тут. И начав с применения опыта реабилитации территорий, работы с опасными отходами, созданием федерального экологического оператора, который работает с первым и вторым уровнем опасности. Росатом также отвечает за создание федеральной сети экотехнопарков, где будет осуществляться эта переработка опасных отходов. Ну, как мы знаем, Росатом даже оборудование производит для мусоросжигающих заводов в Подольске. Жалко, что заводов нет. Ну, на самом деле, вот на всякий случай, Павел проговорил, я чисто справочно. Твердые коммунальные отходы первого-второго класса опасности. Первый класс опасности – то, что природа не переработает никогда. То есть, если вот такой мусор появляется где-нибудь в лесу, на берегу реки, он будет лежать там всегда. Второй класс опасности, то для переработки чего природе потребуется 50 лет. То есть самые опасные химические вещества доверены Росатому. Это не только сама система переработки, это и система информационная, где на каких производствах такие вещества возникают, в каком порядке, кому они должны передаваться и так далее, и так далее. То есть такая большая, действительно федеральная программа с отходами всех остальных классов, поручена другим специалистам, у них неплохо получается. И Росатом уже выполнил ряд серьезных объектов по рекультивации. Ну, тот же Красный Бор, крупнейшая, возможно, в России свалка в Челябинске. Да, в центре города, по-моему, сейчас за состояние коричневой лужайки, там сверху уже какой-то парк сделали или что-то вот такое. А что касается Красного Бора, это, наверное, самое страшное место было на территории Советского Союза. Туда весь Советский Союз свозил, там, это и ртутные остатки, и то, что там накапливалось в гальванических ваннах на химических предприятиях. В общем, самые страшные вещи, и сделано было не очень хорошо, прямо скажем. И то, что Росатом за 3-4 года умудрился хоть как-то привести это в порядок, что теперь не угрожает проникновение всей этой гадости в природу, это можно, наверное, несколько передач сделать. Теперь туда можно ездить, хотя бы передачи снимать, потому что раньше вообще приближаться без общевойскового защитного комплекта и противогаза не рекомендовалось. Сейчас, как что для Ленинградской области, это на самом деле большое событие. Доверено Росатому. По какой причине? У нас иногда вот есть такие решения удивительные. Вот вся энергетика Дальнего Востока передана, до последнего времени, по крайней мере, находилась в руках государственной компании «Росгидро». Напомню, идея реформ РАО ЕС России была в том, что придут крупные частные бизнесмены и начнут инвестировать в энергетику. Но крупные частные инвесторы, посмотрев на Дальний Восток, поняли, что строительство новых электростанций исключительно для того, чтобы обеспечить теплом и светом медвежьи берлоги по случаю каких-нибудь новогодних праздников, гирлянды на рога оленей, и просто не пришли. И дальше последовала следующая вот такая логическая цепочка.
У кого-нибудь есть электростанции на Дальнем Востоке, Росгидро, да? Забирай все. Я Росгидро. Вот вы слово гидро слышите? Это гидроэлектростанция, знаете, что такая плотина, вода. А вот угольная это не мое. Ну ты же на Дальнем Востоке, забирай. Но здесь идеология была приблизительно такая же. Еще в 70-е годы был создан трест «Радон», который работал с радиоактивными веществами, подразделения по всей территории и Советского Союза, и, соответственно, России. 16 площадок, Да, комбинаты так называемые. они равномерно распределены Да. по всей территории. А дальше идея была такая: есть отходы первого-второго класса, никакой переработки, кроме специализированной, быть не может, Росатом забирай. Росатом, вы понимаете, я про физику. Но вы же по всей России есть. Все. На этом все закончилось. Росатом кивнул, пошел работать. Теперь у нас и физика, и химия в одном флаконе. И такая вот традиция: если где-то что-то не получается, прикладываем Росатом. После этого вроде ничего. Да. Росатом оставил радон как интегратора в первую очередь обращению с радиоактивными отходами и ядерным наследием. Вот буквально недавно в Гремихе, по-моему, или в Сайде-Губе, было завершение утилизации Лепси, но это было еще пару лет назад. Ну, то, о чем Павел говорит, это комплексная программа утилизации подводных лодок. Тоже логика совершенно простая. Всеми подлодками, разумеется, занимался военно-морской флот Советского Союза. Выяснилось, что и с ядерным топливом там как-то не очень хорошо, как-то разбросано там по пляжам, и как-то с реакторами, отработавшими свой срок в подводных лодках, тоже не очень хорошо. Ну и решение. Ядерное наследие, вот мы это назвали, Росатом, занимайся. Но это же Министерство обороны вроде бы. Работайте. Ну, Росатом это на себя взял. И теперь радон на площадке Сайде-Губы начал утилизацию уже не только реакторных корпусов, реакторов АПЛ, но и парогенераторов, отработавших впервые Балаковской АЭС, второго или третьего энергоблока. Вывезли его из Балакова, привезли на стапельную эту плиту. Соответственно, он там будет находиться с оборудованием радиоактивным внутри, заваренным на протяжении 100 лет до благоприятного распада До снижения уровня радиации. Чтобы... Как и стоящие там 120, по-моему, отсеков АПЛ, внутри которых и реакторы, и тоже аналогичное оборудование. То есть Росатом площадки по ядерному наследию, которые он активно работал последние 20 лет, по утилизации АПЛ, теперь также используют для уже гражданских технологий, вот для мирной атомной энергетики, потому что эти вот парогенераторы, они тоже имеют достаточно серьезную радиационную активность. Они работали в составе первого корпуса, вода первого контура проходила, это, естественно, наведенная радиация там имеет место быть. Но Росатому скучно не будет никогда, потому что сейчас говорили о том, что и затонувшие атомные подводные лодки тоже надо поднимать, тоже приводить в порядок. Так что работа по программе ядерного наследия продолжается. С одной стороны, тяжелая на самом деле работа, не наследство, собственно говоря, атомных энергетиков, но тем не менее эту работу надо выполнять. Хотя бы для того, чтобы уровень радиофобии у нас в России продолжал снижаться, чтобы мы не наблюдали таких дивных картин, как некоторое время назад по всей Европе, все эти антиядерные демонстрации и прочее, прочее. И это решение важной ситуации, так называемыми отложенными отходами, которые достаются будущим поколениям. То есть Росатом разработал стратегию, по-моему, к 50-му году или к 40-му, он прекратит наращивание большего количества объемов и уже будет больше их утилизировать, перерабатывать и захоранивать, нежели создавать новые. Это важнейший момент, про который пока специалисты еще мало говорят, но это касается и облученного ядерного топлива, чтобы оно не накапливалось, а больше перерабатывалось и больше достигало природного, так сказать, уровня. Нулевой баланс. Сколько радиации с природы изъяли, ровно столько можем положить, но никак не выше. Это глобальная большая цель, к которому еще долго, наверное, идти. Но определенные шаги в виде создания федеральных целевых программ, где правительство и Росатом напрямую финансируют проекты
по строительству новых хранилищ топлива, технологиям переработки топлива, обращение с наследием, когда старые аварийные хранилища переупаковываются под современные стандарты. Даже уже в Киргизии и в Таджикистане. В Таджикистане, да, на самом деле большой шаг был сделан. Работа на территории СНГ по ядерному наследию поручена холдингу ТВЭЛ топливному. Вот такое решение было принято, на уровне СНГ это закреплено. И первый объект, который по этому соглашению был действительно приведен в экологически надлежащий вид, это широко известное в узких кругах месторождение Табашар. В 1942 году, помимо постановления Государственного комитета обороны о работе лаборатории атомного ядра, о создании этой лаборатории, чуть позже, в ноябре, появился еще один указ о добыче урановой руды. То есть, пока ученые занимались тем, чтобы придумать, как обогащать уран по изотопам и прочее, Государственный комитет обороны продолжал размышлять, тем более, что такие люди, как Виталий Хлопин, были на стороже. Вы тут заговорили про то, что собираетесь создавать урановые бомбы, урановое топливо, давайте искать уран. Так вот, Табашар был первым месторождением, которое вошло внутрь нашего атомного проекта. И вот все эти легенды о том, как по горным дорогам на осликах вывозилась урановая руда, это про Табашар. Это действительно было так. Уран требовался, урановых месторождений просто еще не было открыто в нужном объеме на территории Советского Союза. И вот в таких условиях, потому что шла война, Табашар – это горы это отсутствие дорог, отсутствие возможности доставить технику. И именно вот месторождение Табашара первым вошло в эту программу, мне кажется, такое немножко символичное значение. И то, что ТВЭЛ сумел почти с годовым опережением плановых сроков завершить работу, урановые хранилища приведены в порядок, хвосты, вот те самые, технология была не самая развитая, так скажем, в 40-е и в 50-е годы. В отвалах оставалась урановая руда под открытым небом. Это и пыль, ветер, который разносил пыль, это и дожди, которые могли довести до того, что радиоактивные вещества пойдут в грунтовые воды. Вот все это удалось достаточно быстро, достаточно аккуратно. И что интересно, в тесном сотрудничестве с правительством Таджикистана, то есть там и местные компании участвовали. И сейчас в Таджикистане открыт филиал ЦПТИ, Центральный проектно-технический институт ТВЭЛовский, который все, что касается проектирования, связанных с ядерными объектами, с радиоактивными объектами, все на этой организации. Там появился филиал. Очевидно, что работа в нашей бывшей Средней Азии, нынешней Центральной, еще далеко не закончена. Павел упомянул Киргизию, там около 90 хвостохранилищ предстоит убирать. Почему нам, я так предвижу, что вопросы будут на эту тему, ядерное оружие осталось в России, соответственно, там, в этих республиках, технологий по ликвидации вот таких объектов нет, приходится нести нагрузку, на мой взгляд, вполне справедливо. И также можно посмотреть на сложный опыт, трудный опыт Чернобыля, через который прошел Советский Союз и теперь Россия, и в результате чего, конечно, были сделаны кардинальные изменения и инвестиции в современные безопасные технологии ядерных реакторов, но также была подготовлена, воспитана целая школа радиоэкологов, дозиметристов, специалистов по обращению с отходами, по их контролю, мониторингу, обращению. То есть появился целый научный институт, Институт безопасного развития атомной энергии ИБРА-ИРАН. И страна начала много вкладывать именно в радиоэкологию, в радиационную безопасность, в изучение последствий радиоактивных загрязнений. Конечно, эта работа и до этого велась, но сейчас вот эти навыки, компетенции, которые 30 лет развивались, они сейчас помогают выходить России на целый новый рынок, так называемый вывод из эксплуатации, бэкэнда ядерного. Бэкэнд. Завершение, так скажем, так, наверное, можно перевести. Рынок, кстати, огромен. Его
оценивают где-то в 400 миллиардов долларов, и он, по-моему, Уже 600. Уже 600. Ну, До 660. Германия нам поможет, называется. То, что они остановили атомные электростанции, это вовсе не завершение биографии этих объектов. Их предстоит полностью уводить из эксплуатации. Это такой серьезный процесс. Одно дело просто остановка, другое дело бывшую промышленную площадку довести до уровня коричневой площадки, это возможность строить промышленное здание, или до уровня зеленой площадки можно строить жилые дома и вообще забыть о том, что здесь когда-то было. Спасибо, Германия, нам не скучно, может быть, еще какие-то продвинутые европейские страны догадаются выйти из атомного проекта навсегда. Рынок станет больше. Да, и вот в этом отношении вывод эксплуатации сложный процесс, потому что важны люди, кто работают на этих объектах, кто работали, и сохранение знаний. И вот в этом отношении немедленные действия, так называемый немедленный демонтаж, не откладывание на будущее, когда атомные электростанции окончательно проходят остановку своих реакторов, важно сразу же практически начинать эту работу, пока специалисты, культура, знания, старые схемы, старые проекты еще доступны. И вот Росатом в этой сфере тоже активно действует. Создан ряд так называемых опытно-демонстрационных аудитс, инновационных центров. Демонстрационных инженерных центров. Инженерных центров, и как и по реакторам РБМК в Сосновом Бору, по уран-графитовым реакторам в Северске, ОДЦ «Угор», так и по ВВР на Воронеже. Ну, вот проблема промышленных реакторов, она, кстати, и позволила разработать вот этот метод. После того, как были остановлены промышленные реакторы, такое название, чтобы было понятно, это реакторы, на которых нарабатывался оружейный плутоний. По соглашениям с Соединенными Штатами эти реакторы были остановлены, и те же люди, которые годами на них работали, которые знали про свои реакторы абсолютно все, и про здания, которые использовались, они же пошли работать в опытно-демонстрационный центр уран-графитовых реакторов. То есть, и такой подход, видимо, и будет в дальнейшем использоваться. Рано или поздно нам предстоит все останавливать. Нам, конечно, немножко помогла Европа, когда финансировала вывод из эксплуатации Игналинской атомной электростанции. Какие-то наработки пошли оттуда. Ну, такое отдельное большое направление. Даже вот этот немедленный вывод из эксплуатации, не забывайте, что мы рассуждаем об атомной энергетике, немедленный вывод это лет 50-70. А если отложенный, тогда сначала лет 50 подождать, потом дальше продолжить. В Европе подходят по-разному, но в той же Литве, там, правда, не их решение, а решение Европейского Союза, немедленный демонтаж, потому что пока еще были люди, которые помнят, как Игналинская атомная электростанция работала, вот их опыт надо использовать. Ну, на мой взгляд, совершенно логичное решение, потому что представить себе, что в независимой, суверенной Литовской республике появятся новые атомные энергетики, ну, можно, конечно. Особенно тем, кто любит научную фантастику, не научную фантастику. Но все хотят. Да. Все хотят сейчас. Сейчас это горячий тренд, так сказать, в Европе, особенно в малых странах. Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания даже. Ну, естественно, Эстония с компанией Fermi Энергия. Буквально релизы за релизами о новых соглашениях с разработчиками малых модульных реакторов, самых разных. Это европейские, американские. Все хотят. А вот, Борис Иванович, позвольте мне отметить успехи нашего во многом конкурента Соединенных Штатов Америки в реабилитации их военных комплексов. Буквально 2 недели назад была новость, что они завершили рекультивацию территории Окрижского лаборатории. Там да. достаточно условное название, это отдельный город. Называется Восточный парк Теннесси, где находились и обогатительные, диффузионные производства, и реакторы разрабатывались, например, там жидкостевой реактор создавался. И вот они много вложили очень средств, в основном частные компании этим занимались, но теперь на этих рекультивированных территориях создаются новые технопарки, и буквально позавчера даже залили первый бетон на месте бывшего комплекса военного. Будет новый завод по созданию
солей для будущих жидкосолевых высокотемпературных реакторов. Флайбы, так называемые соли. Ну, я думаю, вам удастся досмотреть, когда все это закончится. Я уже старенький, вряд ли увижу. На самом деле опыт у американцев уже был. Вот, если кто-нибудь этим интересуется, то несколько лет назад прошла информация о том, что зафиксированы гравитационные волны. Вот, комплекс, который сумел добиться этого научного успеха, он находится в Хэнфорде. Хэнфорд – это то славное место, где одновременно работало 10 промышленных реакторов, то есть где активнейшим образом шла наработка оружейного плутония для того, чтобы повоевать с Советским Союзом. Все это остановлено, и вот территорию можно использовать еще и вот так. У нас подходит по-другому. У нас Северск стал местом, где возводится реактор Брест, комплекс целый энергетический. Четвертого поколения. Именно комплекс, не атомная электростанция, а именно комплекс. В Железногорске планируется целый ряд проектов, тоже можно отдельно разговаривать, но мы что-то вообще увлеклись и ушли сразу. Завод по переработке ЯД, облученного топлива. И новый завод, и новое хранилище там построено. И планируется, что именно там будет построен жидкосолевой реактор для дожигания тех самых минорных актинидов. Проще их называть, наверное, не знаю, радиоактивными ядами. Вещества, у которых период длительного действия, да, измеряется сотнями тысяч лет, то есть вот то самое, ради чего создаются геологические захоронения. Вот здесь немножко другой подход. Нам не нужно 100 тысяч лет, нам будет достаточно просто 100 лет без тысяч. Ну, это вот наш подход. У американцев немножко иной. Какую-то совсем высокую науку, ловить гравитационные волны, ну, это такой неожиданный подход. Ну и, кстати, мы перечисляем вот эти города: Лос-Аламосская национальная лаборатория, Окридж, Хэнфорд. Ровно такой же подход, как к нашим закрытым атомным городам: отдаленные территории, закрытые города с периметром, с возможностью выходить за этот периметр только по разрешению соответствующих специалистов совсем из другого ведомства. Все это было. То есть мы здесь какое-то ноу-хау, наши закрытые города, КБ-11 в Саровских лесах, Озерск, в горах Урала, вот, ровно то же самое. Если посмотреть, где расположено подразделение Манхэттенского проекта, мы увидим ровно то же самое. На территории США тоже есть уединенные городки, где много чего делалось. Да. Ну и продолжая тему завершающей стадии ядерного цикла, на этой неделе финская компания по обращению с отходами национальная Позива начала испытание их объекта окончательного захоронения облученного топлива Онкала, недалеко от атомной станции. И там начались испытания упаковки макета внутрь медных канистр. Эти канистры помещаются в специальные уже контейнеры большего объема с внутренними инженерными барьерами. Дальше они засыпаются бентонитом и несколькими другими слоями. И вот сейчас эта финская компания тестирует эту технологию доставки этих уже подготовленных канистр и контейнеров под землю где-то 400 метров. И также аварийное извлечение таких контейнеров обратно на землю. Вот сейчас они все этапы операции испытывают. Это будет первый в мире объект геологического захоронения в скальных породах. Да, здесь надо отдать должное финскому упорству. Вот в своих гранитных грунтах они нашли такое место, где действительно и лаборатория там работала, проверялась достаточно долго. Ты считаешь, как у нас рядом с Железногорском строится подземная исследовательская лаборатория. Они начинали то же самое, но они быстрее нашли это место, и на несколько лет опережают. Ну, не исключено, что нам и торопиться никуда не потребуется, если будут работать эти реакторы на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, пойдут в работу жидкосолевые реакторы, то, может быть, мы как-нибудь и без этого обойдемся. Борис Ильич, придется все равно строить геологический могильник, потому что накопленные высокоактивные отходы, например, в виде расплавов стекла, остеклованные отходы на маяке том же, достаточно существенное количество. И вот это наследие высокоактивных отходов, которые будет крайне сложно уже переработать заново, они будут доводиться до приемлемых так сказать, параметров для захоронения.
И вот эти вот исторические отходы, наследие, все равно нужно какие-то решения для них делать, потому что там их достаточно много. Ну, дождемся новостей из Железногорска, что там в Канском массиве происходит, на какую глубину смогли добраться. Там, по-моему, захоронение больше 560 метров, или что-то такая невероятная глубина. Тоже гранитные стенки, так скажем, со всех сторон тоже очень глубоко. Но начинать будут с того, что будет работать лаборатория, чтобы оценить, продержится ли вот эта емкость без проблем со стороны геологии, не начнут двигаться какие-то плиты. То есть... Вот как раз сейчас на этой неделе вышла новость от небезызвестного Ибра Иран, который там осуществляет мониторинг сейсмической безопасности через скважины. И в этой новости заявлено, что вот эти сейсмические испытания, проверки подтверждают безопасность вот этого скального массива для лаборатории. Ну, конечно, за этим последуют экспертизы, проверки Ростехнадзора, общественные консультации. Это длинный-длинный путь. И также Китай, по-моему, в начале этого года начал строительство, или, может быть, в прошлом году, крупнейшей в мире подземной лаборатории в пустыне Гоби. И там используются буровые системы какого-то космического, вообще планетарного масштаба, которые делают туннели. Их будет, по-моему, даже три туннеля, входящих в этот объект подземный. То есть если в Железногорске, по-моему, делается 2 шахты параллельно с целью там воздухоотвода и инженерных каких-то коммуникаций, то китайцы развернули просто какое-то гигантское строительство, где туннели, по туннелям смогут ездить автомобили. Если, по-моему, в Финляндии и в России в большей степени будут использоваться механические средства, там лифты, лебедки, то там они прям делают целый подземный город, наверное, можно так сказать. С учетом масштабов их ядерной программы, наверное, это и оправдано, потому что то количество атомных электростанций, атомных энергоблоков, которые они предусматривают, они намерены в ближайшие годы обогнать Францию. Во Франции, напомню, 58 реакторов работает. И дальше у них ровно один соперник, Соединенные Штаты. В Штатах сейчас 92 реактора, но здесь разнонаправленное движение. В Соединенных Штатах один реактор за другим окончательно останавливают, а Китай строит и строит новые. И похоже, что останавливаться не собирается, несмотря на все рассказы про солнечные панели, ветряные турбины и прочее. Огромная совершенно ядерная программа. 3 атомных корпорации, то есть там еще и конкуренция, что только подстегивает развитие. Так что... Уже даже частные компании входят в инвестиционные капиталы атомных станций. Там несколько владеет, например, 1, 2, 3% атомных станций, строящихся. Частный бизнес. Борис Иванович, сегодня новость из Обнинска пришла, из нашего первого атомного города. Физико-энергетический институт завершил вывоз отработанного ядерного топлива со своей территории. Это было топливо исследовательских энергетических установок, это включая первый в мире АЭС, и транспортабельные ТС-3, и быстрых реакторов БР-10, еще ряда реакторных установок, которые там были в ФАИ. Сегодня завершилось, они более 10 лет вывозили топливо на Маяк в основном. И сегодня вот Обнинск празднует, так сказать, тоже важную дату в сфере бэкэнда. Ну, на самом деле Маяк, ну это мы, наверное, совсем в какие-то подробности уйдем. У нас работает единственный завод по переработке облученного ядерного топлива, и сейчас идет такое внутриотраслевое соревнование, где появится второй в Железногорске, или увеличит производственные мощности Маяк, но уже за счет завода нового поколения. За эти годы накопились новые технологии, новые придумки. А на день сегодняшний Маяк, ну, наверное, самое универсальное предприятие по переработке облученного ядерного топлива. Там работают с облученным топливом уранографитовых реакторов, реакторов РБМК, реакторов ВВР, реакторов, которые работали на атомных подводных лодках, атомных ледоколах, но исследовательские реакторы, они перерабатывают практически все. И даже ретеги. То есть я не представляю, что не умеют на Маяке. То есть опыт, знания там накоплено совершенно колоссальное. Будет ли это продолжаться там же в Озерске, в нашем первом Атомграде, или будут использованы те возможности, которые появились у Железногорска после того, как там
остановили все уран-графитовые реакторы. Ну, посмотрим, не исключено, что, может быть, и все вместе придется. Потому что программа Росатома по строительству новых атомных энергоблоков в России и за рубежом продолжает расширяться. Мы уже касались этой темы, я думаю, что продолжим. Потому что мы сегодня как-то увлеклись выводом из эксплуатации, ядерным наследием. А мы, по-моему, успели обсудить только планы Росатома по большим энергоблокам. А есть еще целая такая большая расширяющаяся программа по атомным станциям малой мощности. Она тоже интересная, новое направление, новое, модное. Под все разговоры о том, как везде они стремительно развиваются. У нас уже не развиваются, у нас их просто строят. У нас грустно уже все. Там идет соревнование проектов, на самой красивой бумаге меморандум подписан, кто создал самую красивую 3D-модель, может быть, кто-то рискнет голограмму нарисовать. А у нас все так вот печально, просто строим и строим. Да, Борис Ильич, мы можем сделать прекрасный анонс нашим зрителям для будущей передачи. Росатом в лице генерального заместителя генерального директора УКБМ «Африкантов», это институт машиностроительные предприятия в Нижнем Новгороде, анонсировала, что к 1939 году Росатом планирует построить 62 атомных реактора «Ритм-200» для ледоколов, малых и плавучих АЭС. Ну, тем более, что есть и модификация теперь уже «Ритм-200Н». В Якутии строительство идет, с Узбекистаном договор подписан, в КБМ точно не будет. С Монголией тоже был сделан важный визит. Ну, есть о чем поговорить. Были и переговоры с Мали, и вроде бы уже ряд африканских стран этим интересуются. Так что я думаю, что действительно можно сделать отдельную передачу. Плавучие энергоблоки, они разных исполнений. Все-таки для Арктики нужно одно. Если мы размышляем о проектах на Чукотке, там помимо электроэнергии нужна тепловая энергия. Если мы говорим про тот же Узбекистан, если мы говорим про Мали, ну там не очень надо горячую воду в дома подавать, там что-то другое надо, немножко разные решения. Так что действительно будет такая, мне кажется, интересная передача, потому что не все понимают, что такое плавучая электростанция. Если она стоит на рейде в Северном Ледовитом океане, это один плавучий энергоблок. Если ему предстоит работать где-нибудь в Индийском океане, это будет другой энергоблок. Так что не все так просто, как вот. И при том, что Росатом планирует эксплуатировать самостоятельно этот флот плавучих АЭС, включая замещающие станции во время их перегрузок и ремонтов. То есть в перспективе это будет целый парк, флот таких вот плавучих ПАТЭС или просто плавучих АЭС, которые по всему миру Росатом сможет поставлять в страны, которые готовы платить за электроэнергию. Нет, только боюсь, что для этого Росатому придется еще идти в судостроение. Поскольку с корпусами для атомных плавучих электростанций у нас тоже беда, все наши судовые верфи перегружены заказами. Балтийский завод уже стал, по-моему, наполовину Росатомом. Да, но тем не менее вот для проекта Баемского ГОКа корпуса плавучих атомных энергоблоков заказаны и изготавливаются в Китае, просто негде разместить. Вот в России судостроение проснулось, но очевидно, что не хватает судоверфи. Не исключено, что Росатом, были проекты расширения мощностей Балтийского завода за счет использования Кронштадта. Ну, посмотрим. Пока новостей там не очень много, но будем следить. Не надо удивляться тому, что Росатом станет еще и судостроительной компанией. У нас все может быть. Спасибо, Борис Ильич. Спасибо за внимание. Сегодня вот такой выпуск, посвященный тому, что радиофобия вредна. Надо просто больше знать о том, что научились делать наши атомщики для того, чтобы расстаться с тем наследием, которое, мне кажется, неизбежно должно было возникнуть за годы ядерной гонки. Это действительно была гонка. Был большой гандикап у Соединенных Штатов. Они начали раньше, они начали в более мягких условиях, чем Советский Союз. Нам приходилось их догонять. И да, действительно были моменты, когда далеко не все ныне известные требования по технике безопасности выполнялись. К сожалению, опыт приходит за счет тяжелых ошибок. Спасибо за внимание. Спасибо Павел, большое. я надеюсь, что не последняя встреча. Конечно.